Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Анна Герман на связи прямо сейчас. Анна Николаевна, приветствую вас. Доброе утро. Здравствуйте. Добрый вечер или доброе утро. Ну, Доброго ночь была времени бессонная, для это нас. точно. Доброго Ночь, времени, да. ночь Аляски была бессонной, Да. и все четко понимают, что вот ожиданий было много. Так а что мы имеем, ну, как бы на выхлопе, да? Что мы имеем, собственно, по итогам? Сейчас из предметного, да, то есть Трамп и Путин, обе стороны довольны встречей, говорят, все хорошо. Зеленскому уже позвонили, с европейскими лидерами уже поговорили. Он собирался с понедельника в Вашингтон к Трампу. Ввиду телодвижений, перемещений и географии у меня возникает очень простой вопрос. Так а Аляска нам принесла вот этот запах мира? Мы учуяли его? Или он выветрился после финальной пресс-конференции, да, когда Трамп и Путин вышли, 12 минут и без никакой конкретики по конкретно украинскому вопросу? Я боюсь, Саша, что этот запах мира – это был просто запах хороших парфюм Мелании Трамп. Потому что если анализировать очень детально всю игру, то первое, что мы можем сказать, это то, что мы игру эту совсем не знаем. То, на что может согласиться Зеленский, это те предложения, которые делал еще Байден. Байден говорил слово «перемирие». Они были готовы на перемирие. И я даже знаю имена людей, которые могли лететь к Путину для разговора о перемирии. Но Путину перемирие не нужно. Путину нужно окончание и прочный мир. Зеленский на это, боюсь, не то что не согласится, ему просто его партнеры не дадут на это согласиться. Поэтому весь запах мира действительно будет для нас лишь воспоминанием о прекрасном парфюме Мелании Трамп. В результате, если Зеленский не согласится на то, что ему предложит Трамп при их встрече, может случиться так, что Трамп просто стряхнет Украину со своего плеча, и тогда все пойдет по тому сценарию, который, в общем-то, написал Кремль, и исполнение которого я вижу абсолютно четко. Опишите. Цели должны быть достигнуты. Вот главный сценарий Кремля. И встреча эта, если кто-то надеялся, что Путин пойдет на какие-то уступки только потому, что его визави смотрит ему в глаза, это не о русских, это не о русском стиле. Русские будут добиваться своих целей любыми путями, и они за ценой не постоят. И вот эта фраза «за ценой не постоят», я бы сказала, здесь ключевая. Поэтому я не могу сегодня говорить о том, что я очарована. И я не могу сказать о том, что я разочарована. У меня не было очень много ожиданий от этой встречи, потому что вот эта фраза из Евангелия «Не надейся на князи и сыны человеческие, в них же нет спасения», она здесь действительно тоже играет ключевую роль. Не надейся на князи и сыны человеческие. Нам надо молиться, просить и того же Германа Аляского, всех святых, просить о мире, просить о том, чтобы они дали умные идеи, умные мысли и возможность компромисса для писмейкеров, для тех миротворцев, которые сейчас пытаются достичь мира. Но боюсь, что этот процесс не будет блистательным и очень быстрым.
на что очень многие люди надеялись, и мы даже слышали из Украины, некоторые журналисты говорили, что вот по моим источникам уже сейчас точно будет мир. Мир будет, это процесс. Но я боюсь, что он будет не скоро. И я боюсь, что если Зеленский, повторяю, не согласится с тем, что ему предложит Трамп при их встрече, то следующая встреча Зеленский и Путин может не состояться. Мне кажется, что она таки не состоится. Но я бы очень хотела ошибиться. Россия, понятно, она выходит из международной изоляции. Все видели антураж Аляски, все видели, ну, как руки пожимали друг другу, в один лимузин сели, поехали, все видели пресс-конференцию после. Все слышали Трампа, который давал интервью Fox News позже. Все довольны встречей, все хорошо. Но возникает, наверное, главный момент, да, то есть Украина сейчас в каком положении находится? Я не говорю о Зеленском, да, о котором вы сделали акцент выше. Я имею в виду, ну, как о стране, о народе. И, ну, опять-таки, сейчас ликуют и торжествуют все те, которые говорят, мы же, вот, смотрите, мы говорили, Аляска ни к чему не привела. Действительно ли эта встреча ни к чему не привела? Вот если проанализировать. Аляска – это был значительный шаг к миру. Это был серьезный шаг к миру. Другой вопрос, что мы не знаем деталей, мы не знаем сценария, мы не знаем козырей. Поэтому если участники встречи говорят о том, что они довольны встречей, что результаты есть, значит, результаты есть. Говорится тут о результатах, касающихся Украины, я не знаю, потому что я думаю, что между ними идет очень сложная игра. Вот то, что я услышала и почувствовала в феврале, когда был завтрак с Трампом, помните, и после этого мы с вами имели интервью, я вижу продолжение этого. Я вижу четкие шаги, абсолютно логические в этом направлении. Да, мир будет, Украине нужен мир, потому что Украина истекает кровью, потому что гибнут дети, потому что экономики уже по сути нет. Мы скатываемся все ниже и ниже. Нам нужен мир сейчас. Той ценой, которую мы сейчас можем заплатить, потому что завтра цена будет выше. И мы это все понимаем. И если вы вернетесь к тем заявлениям, которые делал Путин с самого начала всего этого процесса, мы видим, что каждое его слово имело свой вес, и все было так, как он сказал. Он говорил в прошлом году, вот такие условия мира. Если не хотите этого, завтра будет хуже. Сегодня есть хуже. Если мы не согласимся сегодня принять те условия, которые реально мы можем принять, значит, завтра будет хуже. К сожалению, завтра будет хуже, чем вчера. И это меня очень тревожит, потому что народ измучен. Да, власть живет неплохо, власть не чувствует на себе тяжести этой войны. Ихние дети не чувствуют, ихние семьи не чувствуют. Но Украине нужен мир. И я говорю, вы спросите, ну, украинцев в любом регионе, да в том же во Львове, в Франковске, в Тернополе, в Ивано-Франковске и в Харькове, и в Одессе, вам все скажут одно – Украине нужен мир. Да, компромисс – это больно. Да, у нас нет сегодня сил на то, чтобы ставить наши условия, такие, как мы бы хотели. Но политика – это искусство реального. И мы должны исходить из тех реалий, которые у нас есть. И мы должны помнить самое главное. Если Трамп скинет со своего плеча, вот так вот смахнет с плеча Украину, это будет самый худший сценарий. Да, нам обещают там европейцы, но смотрите, в Европе сейчас настроения совершенно другие уже.
И еще немножко времени придут другие власти. Вы посмотрите, в Польше какая картина. Никто не хочет платить деньги для войны на украинской территории, на Украину. Никто не хочет помогать нам, нашим людям, потому что все устали уже. И это очень хороший сейчас момент прекратить все и заключить мирную сделку. Пойдет ли на этот Зеленский? Может ли он себе это позволить? Позволят ли ему те, кому он много чего наобещал на Украине, в ее недрах и так далее? Я в этом очень сомневаюсь, я очень переживаю за это. Но будем молиться, знаете, все, что не может человек, может Господь. И снова опять я повторяю эти слова: не надейся на князя и сыны человеческие, в них нет спасения. Если попробовать разобраться в козырях в этой игре, ну, смотрите, Зеленский, конечно, вся пресса пишет о том, что сам факт встречи Путина и Трампа на Аляске – это провал Зеленского. В общем, его не позвонили, с ним, скажем так, это не согласовали. Хотя вбросы были, да, что Зеленский должен приехать, там тоже где-то рядом побыть, а потом встретиться. Но мы видим другой немножко расклад. Он похож, но он все равно другой. Как вам кажется, Зеленский, ну, получается, не может уже без войны? Мы должны с вами быть очень толерантными. Мы любим нашу страну, мы любим Украину. И мы хотим, чтобы Господь послал ум и хорошие мысли ее власти. И чтобы Господь дал Зеленскому понимание того, что он может и чего он не может. Я бы хотела верить, что Зеленский тоже хочет мира. Я бы очень хотела в это верить. Проиграл ли он, когда встретились два лидера? Я так не думаю. Он просто не был в игре. Он просто не сидел за этим столом. А как говорят, если ты не сидишь за этим столом, значит, ты в меню. В данном случае выглядит так, что это меню может быть отложено, как тот обед, который Трамп и Путин отложили. Кстати, очень интересная деталь, да? И если перевести ее с дипломатического языка на обычный наш человеческий язык обычных людей, то это очень серьезное нарушение протокола. И это очень серьезный сигнал от Трампа, что при всех заявлениях, что мы довольны встречей, он остался недоволен. Но мы не знаем, опять-таки, этой игры. Мы не знаем, кто был инициатором того, что этот обед не состоится. Может, это было оговорено. Может, это просто картинка для пипла, как мы говорим, да? Чтобы мы гадали, вот, а на самом деле каждая деталь этой встречи была оговорена, и все было известно тем участникам встречи. Потому что я говорю, кто не сидит за столом, тот может быть в этом меню на обед. Обед пока отложен, но обед может состояться. Будет следующая встреча. Трамп заявил, что он будет в Москве, а я бывала на таких приемах на самом высоком уровне. Я знаю меню ихних обедов. Я знаю, как можно там попасть, в какие жернова. И кто попадет в жернова эти, кто попадет в меню за кремлевским обедом, это сейчас будет зависеть и от того, может ли украинская власть, украинский президент быть немного независимым
и просто взвесить те возможности реальные, которые Украина имеет. Мы должны выходить не из нашей мечты, не из наших желаний. Ми не кремлівські мрійники повинні бути. Мы должны исходить из тех реалий, которые и возможностей, которые сейчас в Украине есть. Они есть, они небольшие, потому что без помощи Соединенных Штатов вы увидите, как быстро закончится помощь европейских партнеров. Что это значит для нас? Это значит, что цели будут достигнуты, и эти цели не украинские. То есть я прошу Господа, чтобы Он помог президенту Зеленскому принять правильное решение, и чтобы он был не у меню кремлевском, а за столом кремлевских переговоров. Ну, смотрите, чтобы Зеленский был за столом, давайте будем откровенны, ему нужно там обновить свой мандат легитимности, в Украине нужно провести выборы и сказать, что он президент. Сейчас есть вопросы к этому пункту. Много вопросов. Более того, я напомню вам о том его указе, которым он сам себе запретил вести переговоры с Путиным. Он не отказался от этого указа. Он не издал новый указ, не написал, что вот заканчивается действие этого указа моего вот этим моим новым указом. Да, я слышала, Зеленский что-то говорил, что это не имеет значения, это не для меня, это для других. Так не бывает. Президент – гражданин страны. И для президента действуют законы так же, как для каждого гражданина. И если есть указ президента Зеленского, значит, президент Зеленский должен его выполнять. Поэтому первый шаг на этом пути я бы на его месте отменила свой указ, открыла двери для диалога. Ну, сумели же президенты Америки и России пройти вот этим ледоколом через страшный толстый лед охлаждения российско-американского. Они сумели пробить этот лед. И также Украина может успеть, вот пока эта вода живая, да, пока ее не заморозило, украинский корабль может воспользоваться этой дорогой, этим путем морским, водным, и выйти действительно на тихие и чистые воды, и на зеленые пастбища. То есть я думаю, что этот шанс надо бы использовать. Он очень маленький. Я скажу, как Трамп говорит, из 10-бальной шкалы 10 я ставлю нашим переговорам. А я бы сказала так. Из 10-бальной шкалы сегодня у Зеленского и у Украины есть 1%. Один только вот шанс маленький воспользоваться вот этой ситуацией, когда лед тронулся, когда разломлен вот этот айсберг, и просто сделать для Украины этот шаг к миру. Он болезненный, очень болезненный. Но завтра это может быть агония, это может быть еще более трудно. И, конечно, кто-то другой, кто придет после, будет иметь намного более трудную работу, чем сейчас имеет президент Зеленский. Трамп в интервью Fox News, мы нашли согласие по очень многим вопросам. Встреча была теплой, очень теплой, в том числе в вопросу обмена территориями. Россия получит больше, что у них есть сейчас. Украина должна согласиться, но они могут отказаться. Понятно, что, наверное, откажутся, но тем не менее, что стоит за этой формулировкой Трампа, и не является ли вот эта фраза, да, эта выдержка, вот тем ключом к пониманию того, вообще о чем речь шла по поводу Украины? Вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы. Эта фраза и есть ключевая. Что нужно
по большому счету, что нужно сейчас Путину, чтобы Зеленский отказался. И тогда Трамп стряхнет эту Украину вот так вот с плеча, делайте, что хотите, и тогда цели будут достигнуты. Если Зеленский поддастся на вот этот, упадет в эту ловушку, а это ловушка для него, потому что там с той стороны там Лондон, там другие нашептывают, а ты, а мы тебя, они все зарабатывают, знаете. А нам нужен мир, нам нужно делать все для своих национальных интересов, так как Путин делал это в Америке, несмотря ни на что. Несмотря на красные дорожки, на объятия, на то, что вот его принимали, он думал только о национальных интересах России. Никаких уступок, никаких ослаблений. И этот мед, знаете, эта патока, которая чувствовалась, на него абсолютно не подействовала. Он не попал в ловушку ни медовую, ни вода, ни огонь, ни трубы. И вот надо, чтобы Зеленский не попал в ловушку. Потому что если он сейчас откажется, он сделает то, что нужно для того, чтобы цели были достигнуты. Повторяю, не наши, не украинские цели. То есть, но посмотрим. Мой прогноз, к сожалению, сейчас не так оптимистичен, как был в прошлом нашем интервью с вами, потому что я вижу, что Зеленский, к сожалению, не может действовать самостоятельно, что Украина не самостоятельный игрок, и что Украина пока вообще не в игре. Но, я повторяю еще раз, Господь может то, чего не может человек. И надо просто молиться о мире и о миротворцах. Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божьими назовутся. Госдеп позавчера, по-моему, да, опубликовал очень интересный отчет о ситуации в Украине. Там упоминали нардепа Шевченко, цензуру, телемарафон. В общем, на самом деле очень серьезное событие. Если мы там берем какие-то отчеты ООН, права человека, такие традиционные, на них вроде обращали внимание, но так все равно в стороне. Это первый отчет Госдепа с явной критикой в сторону Зеленского и власти украинской в целом, системы, которая выстроена. Америка. Вот вы так понимаете, вы несколько раз повторили, Трамп стряхнет, уйдет, это все, то есть бросит Украину. Но мы прекрасно понимаем, что в силах Америки изменить власть в Украине. Пойдет ли по этому пути Трамп и его администрация? Я не думаю. Я думаю, что Америка уважает украинцев и уважает их выбор. И никто напрямую не будет там снимать, назначать. Это вещи, о которых не говорят вслух. Это вещи, которых не видно. Это та тихая дипломатия, о которой просто не принято говорить. Поэтому то, что Госдеп дал вот этот отчет, это еще одно свидетельство о том, что вопрос, в частности, Украинской православной церкви, священников, иерархов, которые сидят в заключении, знаете. Я днями читала послание апостола Павла к Ефесянам, и я вспоминала владыку Павла, который тоже сидит, по сути, под домашним арестом, который как апостол Павло, который писал с пастве из будучи арестованным, так и владыка Павло обращается к своей пастве из заточения. И я абсолютно уверена в том, что вопрос свободы для политзаключенных, для заключенных священников, иерархов, вопрос преследования Украинской Православной Церкви на этих переговорах звучал.
То, что не было озвучено это на пресс-конференции, я это понимаю, потому что среди журналистов были разные журналисты, и некоторые вопросы и ответы на них могли навредить миротворческому процессу, который очень хрупкий. Вы сами видите, насколько он хрупкий. Он как ниточка, он даже не как аромат мелании духов. Его вообще почти не чувствуется. И все-таки он в воздухе витает. І без надії сподіваюся, казала Леся Українка. ГБР начало расследование в отношении главы госэтнополитики Еленского и министра культуры Точицкого по факту возможного разжигания религиозной вражды. Расследование начато по заявлению представителей Киево-Печерской лавры, сообщила адвокат Никита Чекман, который представляет интересы УПЦ и лавры. Он отметил, что расследование против главы госслужбы по Еленского связано с интервью, которое он там давал каналу «Суспільне». Параллельно с этим мы видели, как Боб Амстердам, адвокат Украинской Православной Церкви, встречался с молодыми республиканцами, где четко разложил, что там ПЦУ – это проект американский, да, там по разрушению православия в Украине. Я бы не сказала американский, я бы сказала той партии, которая управляла Америкой до Трампа. Я бы хотела тут это уточнить. Мы куда движемся в отношении, скажем так, примирения вот в этом церковном вопросе? Мы движемся в сторону разгрома Украинской Православной Церкви, где каждый, в общем, как сейчас это происходит, да, вы видите, там, кто в СИЗО, кто, там, нарекли всех рукой, ногой Кремля и, в общем, врагами, да, и отжимают храмы, переходят, забирают имущество. Или мы движемся в сторону наказания тех людей, которые, скажем, разжигают религиозную ненависть на фоне войны. Александр, Господь поруган не бывает. И как бы ни издевались сейчас над церковью православной в Украине, над Украинской Православной Церковью, над ее верными, над ее иерархами, простыми священниками, это все только укрепит церковь. Мы не можем надеяться на правосудие здесь и на наказание тех, кто разжигает межрелигиозную вражду, потому что нельзя надеяться на то, что волк, который схватил ягненка, будет к нему милостив. Нет, мы знаем цели, они были понятны с самого начала, когда начался этот процесс. И я думаю, что одна из причин такого катастрофического состояния Украины в этой войне – это то, что пробовали изгнать Иисуса из Украины, изгнать из лавры. Когда в храмах шоу снимаются, когда выгоняют священников, бьют, сажают в тюрьмы. Господь поруган не бывает. Это все обернется очень большой бедой, но в результате тот крест, который недавно, вы знаете, упал в лавре из храма всех святых, он восстанет, потому что кресты встают. Даже те кресты, которые снимали и бросали на землю, кресты умеют подниматься. Крест поднимется, станет на свое место. Все станет на свое место. Другой вопрос. Как велика будет цена? Как много крови и страданий украинцы заплатят за такие решения тех, кто сегодня у власти. А еще не заплатили? И еще пока не будет мир, пока не начнется возвращение к правам человека, к закону в Украине, мы будем продолжать
платить страшную цену. Сегодня очень много талантливых, умных, опытных людей под санкциями, в тюрьмах, преследовании. Они преследуемые, они должны были убегать из Украины, они не могут принимать участие в том процессе в Украине, на который они могли иметь позитивное влияние. Вот мне звонят и говорят: не давай Шелесту интервью, потому что Шелест под санкциями. А я не делю журналистов на тех, кто под санкциями и кто не под санкциями. Я делю журналистов на зависимых и независимых. И независимым журналистам я буду всегда давать интервью, независимо от того, что мне угрожают, вот если ты там выйдешь с ним в эфир, ты увидишь, что с тобой будет и так далее. Мы, знаете, преподавали в той школе, в которой они в первый класс ходили. Так что... Ну, это же, смотрите, это же такая заноза, и кажется, она впивается глубже и глубже. Ну, если так объективно посмотреть. То есть никто, ну, это же цирк. Вы же видели, да, как Зеленский выходит и говорит: мы разрешим, там, в общем, до 22 лет ездить за границу. Ну, то есть до 18 сейчас, да, до 22. Чтобы люди почувствовали больше свободы. А, ну, как бы люди грамотные, они так вот смотрят на это, молодежь ему аплодирует, все вроде как хорошо, там вот, да, пришел даровать свободу, по большому счету. Но это же, ну, нонсенс. Гарант Конституции должен знать, что есть конституционные статьи, которые ограничиваются... Ну какой он гарант? Нет, Саш, ну подождите, подождите. Я смотрю на его лицо, послушайте. Вы на него в первой части нашей беседы возложили, ну, огромные надежды. Президентом его нарекли. На Господа мы возлагаем сейчас свои надежды. Я смотрю на этого человека, я не знаю его лично, но я смотрю в его лицо, вы знаете, мне жаль его. Он глубоко несчастный человек. И перед войной, в последнем своем новогоднем интервью, если вы откроете это интервью, это было новогоднее интервью на 112 канале, я сказала, что с ним будет. Это было за год до войны. Мне очень жаль, что этот прогноз мой сбывается. Не жаль его родителей. И я молюсь за него. Я молюсь за него, потому что мы должны молиться и за ненавидящих и обидящих нас. Я верю, что Господь добрый, и Господь даст Украине выжить и быть со своими братьями, со своими соседями в хороших отношениях. И что будет так, как было на Аляске. Сосед соседу подал руки после нескольких лет абсолютно ледового молчания и неприятия стран друг друга. И мы соседи. Соседи не выбирают. С соседями можно не согласиться, на них можно обижаться, можно их проклинать даже. Можно говорить: Господи, что же вы наделали? Что же мы все наделали? Но самым умным будет пожать друг другу руки и начать все сначала. И с Белоруссией, и с Россией, и с Польшей, и с Америкой. Мы страна миролюбивая была всегда. Украинцы миролюбивые. Украинцам дай работу, дай мир и дай возможность. Я смотрю, как они во всех странах пытаются выжить, насколько они лучше, чем местные, насколько они цепкие, насколько они умеют, знаете, сделать бизнес из ничего, выжить. Мы умеем выживать, и я верю, что мы выживем. И мы будем вместе, и мы будем под единым Богом ходить. И нашей церкви никто не будет у нас отнимать.
Я верю в это. Может, не при моей жизни, но при вашей точно. Анна Николаевна, если мы попробуем, ну, скажем так, разобраться, чего ждать дальше. Определенно, сейчас произошел переход. Трамп говорит, сменил позицию, глобалисты говорят, давайте сначала перемирие, а потом договариваться. Трамп говорит, давайте определим условия договоренности, а потом перейдем к прекращению огня. Сейчас на Трампа набросятся все отовсюду и опять будут менять, да, его позицию. Какое сейчас главное условие для наступления мира в Украине? Как бы вы его описали? Я думаю, что, к сожалению, условий сейчас нет. Пока условий нет. Потому что Зеленский не пойдет на компромисс, а Трамп уже от своего не отступит. Трамп много сделал. Россия добилась того, чего она хотела. Она разломала этот лед изоляции. Она показала и донесла до Трампа свои цели, свое видение ситуации, свой анализ ситуации. А мы знаем, что часто Трамп не получал объективной информации о том, как обстоят дела на самом деле. Поэтому я не вижу сейчас условий для мира, для окончания, но первый шаг сделан, и мы должны идти вперед, и мы должны молиться и просить всех. И чтобы был следующий шаг, я повторяю, я очень не хочу, чтобы президент Украины был в меню. Легитимный он, нелегитимный. Лучше, чтобы он сидел за столом. Но это сейчас и от него зависит, от его силы, от его умения отбиваться от тех, знаете, советников, которые не хотят его пускать на дорогу мира. Если он сможет, люди ему многое смогут простить. Конечно, не коррупцию в высших эшелонах власти, за это придется ответить, деньги придется вернуть. За все придется ответить, но многое могут люди ему простить, если он найдет в себе силы и скажет своим вот этим, кто за плечами у него стоит: знаете что, ребята, сейчас я должен сделать главное для Украины. Я должен заключить мир. То есть вы считаете, что это должен сделать именно Зеленский, а не новый руководитель? Я считаю, что его роль сейчас значительная. И мы видим, что все-таки роль европейских партнеров, роль Европейского Союза и Британии, она значительна. И Трамп, он с ней считается. Хотя, судя по тому, что он говорит, и как все это происходило на Аляске, я думаю, что решение он для себя принял. Выборы в Украине вы прогнозируете или нет во время войны? Саш, давайте остановимся на сегодня на том шаге, который сделан. Нет, подождите. А дальше? Нет. Это очень принципиально важный вопрос. Мы видим, как раскручивается фигура Белецкого. Мы видим, как запустили ролики о МИ в Азове. Мы видим, как в Таймс на развороте, да, первая полоса, то есть и Белецкого Путин боится, то есть о нем, и вообще как бы Малюк о нем говорит в своем вот этом интереснейшем интервью. То есть мы понимаем, что Банковая играет политически, да, и выставляет определенные фигуры. Это ведь тоже неспроста. К чему-то готовятся. Я такое уже видела. Давайте сделаем свободу сильнее, партию свободы, чтобы все видели, как это страшно, и чтобы на их фоне мы победили. Я еще тогда смеялась над этим. Это не играет. Оно уже не сыграет, потому что та черта,
за которой нет возврата, уже пройдена нынешней властью. Нынешнюю власть уже ничто не спасет. Какие будут следующие выборы? Будут ли? Будет ли перед ними военный переворот? Мы не знаем. Мы знаем конечные цели Кремля. И вы знаете их тоже. И если эти цели будут достигнуты, в Киеве будет правительство, которое будет осуществлять политику на неблоковость Украины, на воссоединение трех братских народов и так далее. Это конечные цели Кремля. Мы их знаем, и мы не должны закрывать глаза на то, что такое существует и такое висит в воздухе. Может ли Украина сегодня дать кандидатуру такого центриста, которому народ поверит, чтобы он был и сильный, и умный, и чтобы он умел как-то сыграть в этой ситуации на пользу Украины? Я не знаю. Такие люди есть в Украине, несомненно. Но будут ли они поддержаны, получат ли они деньги на избирательную кампанию, получат ли они одобрение сильных мира сего. Это неизвестно. Здесь нужен без сомнения опытный человек. Это должен быть очень опытный человек. Уже хватит самодеятельности. Вы посмотрите, даже политическая опытность Трампа в сравнении с политической опытностью Путина гораздо проигрывает. Мы это видим. Мы знаем, что такое уметь делать политику. Уметь делать деньги и уметь делать политику – это не одно и то же. И для Украины очень важно, чтобы это был человек, который знает, которого трудно обмануть, который понимает, который знает историю, который имеет хорошее образование, который прошел много, которого переболело много, которому уже, в принципе, и деньги не нужны, потому что уже и возраст, и положение такое, что он уже хочет чего-то больше, чем денег. Да? Такие люди есть. Смогут ли они найти поддержку, потому что тут нужна поддержка, опять-таки, и Соединенных Штатов, и России, и отчасти и Европейского Союза. Поэтому трудно что-то говорить об выборах. Они нужны, несомненно, потому что все, что подписано нынешней властью, которая нелегитимна, оно очень легко может быть закрыто, оно очень легко может быть аннулировано, потому что оно, по сути, незаконно. Если ты незаконно у власти, значит, все то, что ты подписываешь, может быть незаконно. И это тоже вопрос. То есть очень сложно, Саша, очень сложно. Но аромат духов Мелании Трамп я все-таки в воздухе чувствую. Ну, смотрите, Мелания, важный вопрос в финале. Я хотел бы, чтобы вы высказались по этому поводу. То есть, получается, опять правы те аналитики, те политические эксперты, которые говорят, что нас ждет война еще как минимум год точно, а там это все уходит дальше и дальше. И в этом году бои не остановятся, и война не прекратится. Вы разделяете этот прогноз? Те, кого я знаю, говорят именно так. И все же Аляска дала нам шанс. И мы должны этим шансом воспользоваться. Анна Герман была моей собеседницей сегодня. Я благодарен вам за время и мысли. Спасибо вам. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся обязательно. До скорого.